Она красит мягче, не так жестко, не так ярко, но тем не менее при этом делает такой воздушный прокрас межресничного контура. Длинная острая заточка, Павел. Какая? Длинная острая. Спасибо за поправочку. Длинно-острая заточка. Для чего их можно использовать, в каких процедурах? На самом деле все звучит так запутанно, но если один раз, не знаю, там 2 раза пробежаться, да, понять, и все будет просто для вас. Всем привет, меня зовут Ксения, и я менеджер компании Hanafi. По просьбам мастеров мы расширили нашу линейку картриджей. Теперь у нас не только RL, а RS и Round Magnum. Давайте поговорим об этом подробнее. Сегодня у нас в гостях Павел Сомов, который уже испытал, так сказать, эту линейку, и все картриджи у нас попробовал. Спросим его мнение. Павел, здравствуйте. Привет, Ксюш, привет, дорогие друзья. Нет, такой томный женский голос рядом. Я благодарен вам, что пригласили меня в студию. Я действительно попробовал все новые конфигурации игл, которые компания Hanafi недавно выпустила и активно анонсирует. И сегодня хотим поговорить о каждой конфигурации и рассказать, для чего их можно использовать, в каких процедурах, перманентный макияж, татуировки и так далее. Все мы привыкли работать единичкой, 1 RL, да, в простонародье, и все мастера перманентного макияжа активно используют эти иглы. Все прекрасно знают, что Hanafi начинали с выпуска именно этих игл, которые есть в разных конфигурациях, то есть с разной заточкой и с разной толщиной иглы. То есть это привычная заточка LT, длинная заточка, и заточка средняя medium taper. Длинная острая заточка, Павел. Какая? Длинная острая. Спасибо за поправочку. Длинно-острая заточка. Итак, ну и по толщинам игл всем понятно, что было 3 толщины иглы. Это 0,25 мм, 0,30 мм и 0,35 мм. Также была игла 3RL, да? Да. Которая так и осталась в ассортименте. Да. Но добавочку к ней появился пучок 3RS. Многие знают, чем отличаются 3RS от 3RL. Кто не знает, сейчас Ксения об этом расскажет. Ксюш, давай. В чем разница? 3RL, 3RS. Вообще RL-ки, они идут спаянные в одну точечку, а RS, они более разведенные. За счет этого ими удобно делать всякие прокрасы, детальные работы и также делать тени. Вот. Совершенно верно. Как мастер перманентного макияжа и татуировщик в прошлом, хотя татуировщиков прошлого не бывает. Не бывает. Да, совершенно могу подтвердить 100% эти слова. И хочу сказать, что 3RS я лично очень часто использую, если брать стандартные процедуры перманентного макияжа, очень часто использую на процедуре прокраса межресничного контура. Вот. Я не использую игру 3RL, а предпочитаю 3RS, потому что в моем понимании она красит мягче, не так жестко, не так ярко, но тем не менее при этом делает такой воздушный прокрас межресничного контура. 3RS можно совершенно спокойно использовать в татуировке, для теней, каких-то мелких деталей, совершенно спокойно. И если говорить о процедуре перманентного макияжа, я еще ее активно использую при работе с ореолой. Но и самая интересная история, что компания Hanafi выпустила пучковые иглы Round Magnum. Это для меня, честно говоря, было большим подарком, потому что Magnum можно делать совершенно чумовые вещи. Это именно Round Magnum, кто знает разницу, понимает, о чем я говорю. То есть есть иглы Magnum, прямой Magnum, есть иглы Round Magnum. Ксюш, расскажи, пожалуйста, смотрящим нас, в чем же разница прямого магнума и раунд магнума? Прямой магнум, он более для плотного покраса, он более острый. Раунд магнум, он закругленный, и, соответственно, им легче красить, легче подлезать в какие-то уголочки, легче подкрашивать какие-то детали. Он в этом удобен. То есть для перманентного макияжа он будет прям супер. Еще я хочу, конечно, добавить в том, что Round Magnum позволяет прощать какие-то ошибки. Вот, он да. более мягок за счет того, что крайние иголочки у него скруглены. Они не так плотно проникают в кожу и помогают делать более легкий прокрас. Используются при градиентных работах. Исключают
какую-то вероятность ошибок или заглубления пигмента в крайних точках. Активно эти иглы можно использовать в татуировке. Они представлены в 3 конфигурациях: 7 раунд магнум, 9 раунд магнум и 11 раунд магнум. По сути, вот от маленькой иголочки к более крупной. То есть можно красить, можно работать с какими-то деталями. Вот. Активно можно использовать татуировки, как я сказал. В нашей сфере, в сфере перманентного макияжа, я знаю, что мастера многие работают магнумами на губах. Ну, наверное, здесь подойдет либо 7 раунд магнум, либо 9 раунд магнум. Я, честно, не очень работаю на губах раундами, не нашло у меня применения, но знаю, что часть мастеров активно используют, поэтому легко можно брать эти иглы и пробовать работать ими на губах. 11 раунд магнум, скорее он подойдет хорошо для татуировки в сфере перманентного макияжа. Я не знаю, можно ли его использовать на брови или губы, все-таки он великоват в моем понимании, но его легко можно использовать для реалистичной ореолы, что, собственно, и делаю я. Многие спрашивали, что же значит вот эти многоцифрие, многобуквие на упаковках. И давай остановимся на этом подробнее и расскажем нашим подписчикам, нашим зрителям, что же значит маркировки, что они означают, чтобы уже человек, приходя в магазин, девочка приходит, смотрит на маркировку и понимает, что означают все эти буквы. Да. Ранее у нас была линейка 0,8, 10 и 12. Разные производители пишут на своих упаковках по-разному. Соответственно, 0,8 это 25 диаметр, как он есть, 10 это 30 диаметр, а 12 это 35. На самом деле все звучит так запутанно, но если один раз, не знаю, там 2 раза пробежаться, да, понять, и все будет просто для вас. Поэтому сейчас наша компания переделывает конфигурации на понятные, на более понятные диаметры. То есть это 25, 30 и 35. Отлично. Ну вот сейчас я взял упаковки в руки, да, вот взял... Нет, еще это 3. Давайте возьму единички, всем привычные, да, и вот смотрю на маркировку, на которой написано, ну, про цифры ты проговорила, 0,8 это 0,25 мм толщина, диаметр иглы, 10 это 0,30 и 12 это 35. Дальше идет буквенное значение RL. Все понимают, что это раунд-лайнер. Раунд-лайнер, контурная игла. У нас будет прописываться еще каждая заточка, то есть будет написано RL, LT, RL, MT. На каких-то упаковках сейчас это есть, на каких-то уже будет. Да, я вижу, вот она. Вот она. Свояли, отлично. Да, заточка также прописана, но буковки RL это раунд-лайнер, как мы сказали, дальше будет заточка. Вот я вижу RL, MT, то есть это medium taper, средняя заточка. Все верно, все верно. Вот. На 3 та же самая история, только важно понимать, когда вы приходите за 3, вам важно понимать, все-таки RS-ку вы берете, либо RL-ку. Вот RS либо RL, эти буквенные значения также есть на упаковке. Также здесь присутствует именно заточка LT, long taper, либо MT, medium taper, но medium taper. 3 у нас не бывает пока что. Да и, наверное, медиумов. Здесь, на мой взгляд, честно говоря, не совсем и нужно. Вот, а с магнумами немножко история более сложная. На магнумах идет маркировка 7LT. Что значит 7LT? Это Soft H Magnum, то есть скругленный магнум или Round Magnum, как его принято называть. И LT, последние 2 буквы, это также говорит о заточке иглы. Но они, насколько я знаю, LT-шки, MT-шек нет. Да, и, наверное, не будет. Ну, честно говоря, наверное, и не нужно. Все то, что необходимо, здесь уже есть. Я спрашивал, появятся ли в ассортименте иглы магнум, именно раунд магнумы, которыми я активно работаю с реалистичной ореолой. Честно говоря, прошло совсем чуть-чуть времени, и они на радости говорят, а у нас для тебя сюрприз. Да, так и было, да, я пришел, и мне показывают, на, вот упаковки, пробую, тест, и честно вам скажу, ребят, мне они зашли. Мне очень порадовала заточка этих игл. Они достаточно очень прям острые, то есть хорошо работают с кожей, кожу красят на раз-два. Я сейчас не говорю о привычных иглах, да, к которым мы привыкли единиться, с ними и так все понятно. Почему я сейчас делаю акцент на магнумах, потому что они реально зашли и реально работают. Хочу добавить, да? Помимо того, что появились магнума, они не 35-й конфигурации, как это бывает по стандарту, они 30-й, то есть они более стянутые и более такие мелковатые, то, что подойдет как раз-таки для перманента, для
закраса рубцов, шрамов и также для прорисовки ореола. Да, кстати, тема хорошая, ты правильно сказала, на рубцах ими точно так же можно работать. Аккуратненько. О конфигурациях, наверное, рассказали. Но, честно говоря, я хотел бы показать всю эту историю на латексе, чтобы ребята понимали, как работают те или иные конфигурации игл на тренировочной коже, на коже, что ими можно делать, как работать, закрасом, штрихом, плотным прокрасом и так далее. Я думаю, что это будет полезно. Итак, друзья, я более подробно сейчас хочу остановиться на конфигурациях тех картриджей, которые немного непривычны мастерам перманентного макияжа, показать при работе на латексе, как работаем той или иной конфигурацией, что она из себя представляет и какой след оставляет, скажем так, на искусственной коже. Итак, сейчас я пока взял иголочки 3RL, привычную всем, и 3RS, чтобы показать разницу работы ими и как они работают в коже. Итак, давайте развернем иглы. Ставим иголки в машинку и начнем тестить. Эта игла у нас что? 3RS и будет игла 3RL. Игла 3RL уже привычная мастерам. Я знаю, что многие работают именно на губах, межресничный контур красят и так далее. Но суть этой иглы в том, что 3 иглы сведены в острый пучок, что позволяет нам, по сути, поставить более крупный пиксель на коже. У иголки 3RS иголки разведены между собой, и они не оставляют, по сути, жирной точки, а ставят 3 тоненькие точки. Вот если смотреть поближе, то мы видим, по сути, и там 3 иглы, но игла 3RS, она является на кончике более толстой за счет того, что иголки разведены. Иголка 3RS, если мы говорим о линии, будет делать эту линию с одной стороны более толстой, с другой стороны более мягкой, потому что иглы несколько разведены, и это будет, по сути, 3 микроскопические полосы, если мы говорим о линии. У 3RL все по-другому. Если мы говорим об игле 3RL, и, к примеру, мы хотим провести линию, мы ведем линию, вот она, тоненькая линия. Если мы говорим об игле 3RS, и на примере линии что мы получаем? У нас, по сути, та же самая линия, но она несколько идет у нас потолще на выходе. Конечно, мы потом все это дело сотрем и посмотрим, какой результат. Точно так же давайте сравним, например, как они напыляют. Что такое 3RS? Это 3 Round Shader. Round Shader — это игла для закраса. RL Round Liner — это игла, по сути, для линии. Это еще жаргон татуировщиков. Итак, давайте попробуем понапылять этими иголочками. Сейчас я взял иглу 3RL, и если делать привычное нам напыление, мы видим, что игла 3RL оставляет точки. Они, конечно, отличаются от точек, которые делает там единичка, но при этом всем, по сравнению с 3RS, эти точки будут менее крупные. У 3RS точечки будут покрупнее. Видите разницу, да? Также 3RS, чем хороша эта игла? Ей очень хорошо можно пушить. Если делать какие-то градиентные работы или закрашивать межресничный контур, да, там барашками, как ребятки красят, либо там штрихом на себя. Все эта игла может выполнять точно так же, как игла 3RL. Разница лишь в том, что кожу она будет травмировать меньше. Итак, друзья, я стер остатки пигмента с латекса и, наверное, очень надеюсь, что это видно по линиям и по штрихам, что 3RS, она все-таки делает более мягкие, ставит пикселя, но они более крупные, чем у 3RL. Хотите прокрасить? На мой взгляд, лучше использовать RS-очку, потому что она будет меньше травмировать кожу, чем игла 3RL. Хотя очень многие привыкли к трешке и знатно ими работают. Но за счет разведения игл 3RS все-таки будет красить площадь больше. А сейчас, ребята, я хочу поговорить о тех иглах, о которых мы долго говорили. Это Round Magnum. Это новая линейка, и многим мастерам она не знакома. Для чего могут использоваться эти иглы? По сути, мелкий Round Magnum, вот этот семерочка, может быть использован вполне при работе на губах. Это для тех мастеров, кто привык работать магнумами, либо при работе с рубцами, витилиго, реалистичные ореолы. Почему нет?
В случае с ореолой можно выделять именно мелкие детали. 11-й раунд Magnum, он покрупнее. Не знаю, насколько можно использовать его на губах или нет, но при работе с реалистичной ореолой я использую его очень-очень активно. Итак, давайте посмотрим, какой техникой можно работать этими иглами. Из магнумов сейчас для примера я взял более крупный, 11-й раунд Magnum, и сейчас на латексе попробуем им поработать. Итак, какие же техники могут быть при работе магнумами? Ну, конечно, традиционно можно им делать штрих на себя или так называемое напыление. Magnum вполне с этим справляется. Им мы работаем точно так же, как и привычной нам единичкой, кончиком иглы, просто напыляя. Но за счет того, что в конфигурации иголки и в этом пучке уже 11 игл, мы получаем напыление гораздо быстрее. Представляете, сколько бы мы это делали единицы? Ну, это я к примеру. Точно так же Magnum активно можно использовать для плотного закраса. Где он нужен? Он необходим при работе с татуировкой, когда ребятки берут и круговыми движениями активно красят необходимую область. То есть здесь, по сути, мы упираем Magnum в сам опору картриджа в кожу и круговыми движениями можем прокрашивать. Эту технику я использую при работе с татуировкой. Важно то, что при работе именно таким способом, когда мы закрашиваем плотный пигмент, вылет у нас должен быть минимальный, потому что картридж мы упираем в кожу, и, конечно, у нас должен быть минимальный вылет для исключения заглублений и излишней травматизации кожи. Есть два способа напыления, как мы уже проговорили, стандартное, обычное напыление и плотный закрас. Говоря о плотном закрасе, конечно, мы понимаем, что нельзя таким способом работать на губах, на бровях ни в коем случае, но когда мы делаем реалистичную ореолу или красим рубцы, я знаю, кто-то использует при работе с камуфляжем витилиго, таким способом прокрашивают кожу. Итак, ну смотрите, я стер остатки пигмента с латекса, и что я вижу? Этапы напыления 11 Magnum. Мы видим, что практически мы получили тот же результат, какой был при работе трешкой, той же самой RL-кой. Мы получили легкое напыление. При правильной работе совершенно спокойно, по сути, даже можно напылять на брови. Я даже знаю мастеров, кто работает магнумами и шикарно напыляет очень легко брови в технике пудровое напыление. И дальше я показал, как же красят эти иглы. Да, круговыми движениями, как привыкли делать татуировщики, мы прокрашивать можем в зоне. Такую технику я использую при работе татуировок. Кто-то использует, как я уже сказал, при камуфляже, витилиго. Где-то можно даже на рубцах. Но очень-очень-очень аккуратно. А вот самая главная фишка раунд магнума. Посмотрите при прокрасе, какие воздушные края есть вот у этой полосы, которую я прокрасил. Да? То есть края действительно настолько воздушные, они не заглубленные, что позволяет нам делать какие-то градиентные работы. За счет того, что крайние иголочки несколько выше находятся и расположение этих игл идет скругленное, по краям у нас прокрас идет гораздо мягче, чем в центре. Вот и получается такой эффект градиента. И по сути можно даже высокохудожественные темки выполнять. И они красят на раз-два с первого прохода. А теперь я хочу показать именно самый маленький раунд Magnum, который есть в ассортименте у Hanafi. 7-й раунд Magnum. Мы поработали с большим, а теперь поработаем маленьким. Лично я активно его использую при работе с реалистичной ореолой, когда мне нужно сделать какие-то более мелкие детали, где невозможно подлезть большим магнумом. Принцип работы абсолютно тот же самый. Можно красить круговыми движениями, можно делать привычное напыление. Просто площадь прокраса будет чуть меньше. И точно так же можно абсолютно спокойно делать плотный закрас, как мы и говорили. Но при этом всегда помните, если мы говорим о плотном закрасе, мы всегда должны ставить минимальный вылет иглы, чтобы не травмировать кожу, потому что последствия всей этой истории все прекрасно знают. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, что же такое я здесь пытаюсь изобразить и нарисовать. И, соответственно, как я и говорил, можно взять и просто красить. Вот, пожалуйста. Сейчас сотру и посмотрим.
я удалил остатки пигмента с латекса. Вы видите, ребят, в центре я работал прокрасом, то есть круговыми движениями, красил так называемыми барашками, плотный прокрас сделал. Смотрите, как с одного прохода пигмент влетел в латекс. Замечательно. По краям я уже делал напылением, то есть штрихом на себя. Легко, легко, легко. И тем не менее, с одного прохода вот такой остаточек у нас получился. Замечательно красят иглы. Я могу только порадоваться, что теперь я могу работать этими иголками с любимой реалистичной ореолой. Я думаю, что это всем было полезно, поэтому, ребят, берите, пробуйте. Ну что, друзья, мы показали, как можно работать той или иной конфигурацией модулей. Теперь вы понимаете, как их можно использовать в своих привычных процедурах перманентного макияжа. Не бойтесь пробовать новые конфигурации игл, они могут расширить ваши возможности. Заказать вы можете на нашем сайте, также написав комментарий, мы ответим на любые ваши вопросы. Доставка у нас в любую точку мира, и, соответственно, мы всех любим. Всегда ждем ваши заказы. Ставьте обязательно лайк этому видео, пересылайте своим подругам, друзьям, пусть это посмотрят многие, и не забудьте подписаться на наш канал. Всем пока! Всех обнял, всем добра!